Элитные стейки, сухарики и шведский стол? Нет, это не ужин в шикарном отеле, а обычный школьный обед. Я расскажу вам про то, как кормят школьников в разных странах мира. От пюрешки с котлеткой до очень экстравагантных блюд, которые точно не ожидаешь встретить в обычной столовой. А в конце покажу Бразилию, где из-за школьного питания дети столкнулись с проблемой ожирения. Что там такого давали? Смотрите до конца. Япония. И давайте начну с азиатских школьников. В японских школах дети с малых лет учатся ценить и правильно относиться к своему питанию. В классных комнатах они обитают вместе, причем за сервировку стола и уборку после еды отвечают сами ученики. Меню в школьной столовой очень разнообразно и обычно включает в себя рис, суп с рыбой, тушеный тофу, овощи, фрукты и молоко. Меню может немного отличаться в зависимости от региона, но одно остается неизменным. Ученики знают, что будут кушать на обед не за день или за два, а на целый месяц вперед. Каждые 30 дней они получают меню с указанием блюд, их калорийности и содержания жиров и соли. Дважды в год школы приглашают родителей попробовать новинки меню. Такое внимание к школьному питанию в Японии обусловлено убеждением, что качественная и сбалансированная еда положительно влияет на здоровье и умственные способности детей, повышая их успеваемость. Индия. А в Индии существует уникальная система доставки домашней еды, которая глубоко укоренилась в культуре страны. Эта система породила профессию, известную как даббавала – доставщик еды, который собирает готовые обеды из домов и доставляет их прямо в школы для детей или в офисы для работающих взрослых. Эта услуга позволяет ученикам и работникам наслаждаться домашней пищей в обеденное время, поддерживая здоровое и сбалансированное питание. Меню, которое родители готовят для своих детей, отражает богатое кулинарное разнообразие Индии. Традиционно оно может включать в себя чапати, хлебные лепешки, дахл, тушеную чечевицу, различные овощи карри, а также рис и йогурт в качестве дополнения. Эти блюда не только питательны, но и действительно вкусные. Их часто подают даже в местных забегаловках. Таиланд. В таиландских школах еда полностью отражает национальные традиции. Ученики наслаждаются десертами в банановых листьях и блюдами с мясом в кокосовом молоке. Неожиданное сочетание, не так ли? Здесь практически все, от уборщиков до директоров, обедают в школьных столовых. В течение всего дня работает лапшичный бар, а на завтрак можно выбрать от яичницы с беконом до многосоставных сэндвичей. Есть и снэк-бар с широким ассортиментом фруктов, пиццы, сладких булочек и мороженого. Для обеда в двух столовых предлагают такие блюда, как карри с красной курицей, свинина в устричном соусе, лазанья с салатом и вегетарианские опции. Даже звучит аппетитно. Ну а что у нас в Китае? Китай. В Поднебесной, несмотря на разнообразие региональных кулинарных традиций, школьные обеды за последние 10 лет стали более стандартизированными. Теперь обед в китайской школе обычно включает в себя несколько блюд. Обязательный рис, разнообразные тушеные овощи, мясное блюдо, например, тушеную курицу или свинину, и напиток. И так по всей стране. Хотя, чему удивляться, если здесь царит коммунизм? Эти улучшения помогают четко контролировать это направление, значительно снижая себестоимость школьных обедов для бюджета. Австралия. А теперь предлагаю переместиться за десятки тысяч километров. В Австралии, на противоположной стороне земного шара, подход к школьному питанию сильно отличается от привычного нам. Здесь в школах не принято предоставлять обеды, и нет столовых для приготовления свежей еды. Обычно ученики приносят с собой перекусы из дома, которые упакованы в специальные контейнеры.
Из-за этого трудно говорить о каком-то едином меню австралийских школьников. Однако часто в их ланчбоксах можно найти разнообразные сэндвичи, например, с Vegemite. Это уникальная австралийская паста темного цвета, созданная из пивных дрожжей с горьковато-соленым вкусом, который сильно отличается от внешнего сходства с шоколадной пастой. В Австралии Vegemite считается национальным продуктом, хотя в других странах он не так популярен из-за своего специфического вкуса. Финляндия. Но что у нас по скандинавским странам? В Финляндии, стране с богатыми скандинавскими традициями, было принято решение, которое заложило основу для одной из самых успешных образовательных систем в мире. Каждый ученик в финских школах имеет право на бесплатный обед каждый день. Это не просто жест благотворительности, а четко продуманная политика, направленная на обеспечение равных условий для всех детей и повышение их успеваемости. Школьный обед в Финляндии не просто сытен, но и хорошо сбалансирован. Особое внимание уделяется включению в рацион овощей. Гороховый суп – одно из традиционных и любимых блюд, которые часто появляются в меню школьных столовых. На обед частенько подают и мясо, например, индейку или ветчину. На гарнир обычно идут макароны или крупы. Неотъемлемым компонентом каждого обеда является свежий ржаной хлеб с маслом, который служит источником сложных углеводов и клетчатки. А что же в богатейшей Швеции и Норвегии? Швеция. В шведских школьных столовых царит концепция шведского стола, ставшая популярной во всем мире. Неожиданно, да? Здесь предлагают разнообразие салатов, соусов и горячих блюд. При этом салатов может быть до 6 разных видов. Шведы придерживаются девиза «овощи – обязательный элемент рациона». Каждое блюдо сопровождается табличкой с описанием, помогающей детям сделать осознанный выбор. Важно, что учительницы начальных классов внимательно следят за тем, чтобы дети не взяли то, что им не подходит по диетическим или религиозным соображениям. Над мясными блюдами всегда указывается тип используемого мяса, будь то свинина, говядина или курица. Один день в неделю в шведских школах посвящен исключительно рыбе, что напоминает традиции СССР, где среда была рыбным днем. Еще один день отведен только под вегетарианские блюда, что подчеркивает заботы шведов об окружающей среде и стремлении снизить вредное воздействие мясного производства. Пятничные обеды в школах Швеции особенно торжественные, отмечая приближение выходных и создавая атмосферу праздника. Для детей, оставшихся на длительные занятия, подается полдник. Норвегия. А вот в Норвегии в школах не принято иметь столовые, поэтому каждый ученик приносит с собой еду из дома. Обеды, как правило, состоят из бутербродов с начинками вроде сыра, яиц или салями. Чтобы поддержать здоровое питание, многие школы предлагают молоко, йогурт и фрукты по сниженным ценам. Отсутствие системы школьного питания приводит к тому, что дети, забывшие или не имеющие возможности принести обед, могут оставаться голодными в течение дня, если только их товарищи не поделятся с ними своей едой. Общественность негодует, и власти уже рассматривают возможность внедрения полноценных столовых. Америка. Американская школьная система питания часто становилась объектом критики из-за высокого уровня ожирения и лишнего веса среди обычных детей. Раньше, до 2000-х годов, в школах США было распространено предложение таких блюд, как хот-доги, пицца и другие продукты с высоким содержанием жиров и углеводов. С течением времени, особенно к середине 2000-х, начались позитивные изменения в организации питания в школьных столовых. Современный школьный обед в Америке обычно включает в себя более здоровые опции, такие как фрукты и овощи, но гамбургеры и наггетсы по-прежнему остаются в меню, хоть и не соответствуют стандартам здорового питания. По отзывам, бургеры в школьных столовых часто оставляют желать лучшего по вкусу и качеству, в основном из-за использования быстро замороженных продуктов. В качестве напитков школьникам предлагают сок или молоко, что является более здоровым выбором по сравнению с газированными напитками. Канада.
А вот в Канаде школьная система организована гораздо серьезнее. Там сразу 3 уровня, которые зависят от возраста школьников. В начальной школе, куда ходят дети до 12 лет, нет столовых, поэтому родители готовят обеды для своих детей. Ланчбоксы часто включают пиццу, сосиски, вареное яйцо и фрукты, такие как бананы и яблоки. Чипсы, шоколад и арахис запрещены из-за возможности аллергических реакций. В старших школах предусмотрено централизованное питание, где стоимость ланча колеблется от 5 до 7 долларов. Меню может включать мясные блюда с гарнирами из макарон или риса и различные овощи. Канадцы гордятся своей культурой перекусов, которые отличаются от американских аналогов и адаптированы под местные реалии. Например, среди уникальных канадских снеков особой популярностью пользуются желейные конфеты джин, которые схожи по названию с алкогольными напитками, но имеющие совершенно отличный вкус. Россия. А что со школьными обедами в России? Современное школьное питание в России теперь следует рекомендациям, основанным на принципах здорового питания. Никаких тебе беляшей бесплатно. Эти рекомендации подразумевают включение в меню продуктов, обогащенных всеми необходимыми витаминами, микроэлементами, а также незаменимыми аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для полноценного роста и развития детей. Для завтрака предпочтение отдается кашам, творожным и яичным блюдам, а также свежим овощам и фруктам. Обеды состоят из разнообразных овощных закусок, супов, гарниров, основных блюд из мяса или рыбы, а также компотов или киселей из фруктов. Приготовление блюд осуществляется путем тушения, варки или запекания, что способствует сохранению питательной ценности продуктов. Жареные и копченые блюда исключены из меню, что соответствует современным требованиям здорового питания. Конечно, меню может сильно варьироваться от школы к школе, но сейчас за этим стараются следить очень строго. Африка. Ну и я должен рассказать про Африку, куда ж без нее. Например, в Южной Африке отсутствует государственная программа школьного питания, из-за чего многие ученики приносят с собой домашнюю еду, часто ограничиваясь простыми бутербродами или приобретают недорогие, но не самые полезные закуски вроде чипсов. Это способствует проблеме избыточного веса среди школьников в стране. Но это достаточно богатая страна, если брать в рамках этого континента. В Кении, напротив, диета школьников отличается высоким потреблением зерновых, белых корнеплодов, бананов, молочных продуктов, мяса, птицы, рыбы и овощей. Но все же разнообразие пищи остается низким, что указывает на необходимость дополнительных ресурсов для улучшения питания детей. Некоторые страны, включая Кению, внедрили школьные программы питания, предлагая горячие обеды, закуски и даже пайки на дом для поддержания посещаемости. В большинстве случаев дети получают обеды 5-6 раз в неделю, а в некоторых странах, таких как Нигер и Тунис, предлагаются также завтраки и ужины в школах-интернатах. А как же голодающие дети? Дело в том, что большинство этих школьных обедов – забота международных организаций. Для многих школьников это иногда единственный прием пищи за день. Исследование охвата школьным питанием в 41 африканской стране показало, что в среднем лишь 23% школ предоставляют питание с большим разбросом показателей по регионам. Наибольший охват зафиксирован в Египте, Нигерии и Южной Африке. А в остальных дети жуют корнеплоды, прихваченные из дома. И это в лучшем случае. Южная Корея. В южнокорейских школах тоже есть особенности. Хотя мальчики и девочки учатся вместе, в столовой они обедают раздельно. Что касается школьного меню, то оно предлагает разнообразие блюд в маленьких порциях. В рационе всегда присутствуют такие основные блюда, как рис или мисо-суп, а также различные овощи, среди которых часто можно встретить кимчи из капусты. Тофу часто подается в качестве десерта. Для фруктового перекуса ученикам предлагают фрукты, а из напитков – сок или йогурт. Италия. А что со школьными обедами в Европе? Например, Италия славится своим вниманием к качеству школьного питания, где меню часто включает позиции, характерные для итальянской кухни.
В столовых подают такие блюда, как паста с разнообразными соусами, овощные супы, а также курицу или рыбу, дополняя их свежими овощами и фруктами. Это подчеркивает стремление к здоровому и сбалансированному питанию учеников. В то же время в Италии крепко укоренилась культура домашней еды, и многие ученики предпочитают приносить обеды из дома. Несмотря на традиции здоровой кухни, в домашних ланчбоксах нередко можно найти менее полезные варианты, такие как сэндвичи с шоколадной пастой нутелла, кусочки пиццы или сладкие пироги. Франция. А вот во Франции школьный обед – это целый ритуал, включающий несколько блюд. Начинается он с закуски, которой обычно служит салат из свежих овощей. За ним следует основное блюдо – мясо, курица или рыба, дополненное тушеными овощами и гарниром из риса или картофеля. Неотъемлемой частью обеда является свежий хлеб. Вместо сока, чая или молока французские школьники пьют стакан воды, что подчеркивает стремление к здоровому питанию. Большинство школ предлагает меню на неделю вперед, что позволяет родителям заранее ознакомиться с предстоящими блюдами и планировать домашние ужины так, чтобы обеспечить разнообразие в питании своих детей. Германия. Несколько хуже дела обстоят в Германии. Тут не в каждой школе имеется столовая, из-за чего детям часто приходится приносить обеды из дома. В некоторых случаях родители пытаются организовать собственные буфеты, предлагая домашние пирожки и другие закуски. Но это зачастую приводит к привлечению коммерческих компаний, которые могут предложить менее здоровые варианты, включая газированные напитки и фастфуд. Тем не менее, в школах, где есть столовые, предлагаемое меню может быть довольно разнообразным и включать блюда, типичные для немецкой кухни. Картофельный салат, колбаски или сосиски являются распространенными элементами обеда, к которым добавляются свежие фрукты и овощи для баланса. Традиционные блюда, такие как жареная рыба с картофелем или молочный сладкий рис, также популярны среди учащихся. Для перекуса дети могут купить свежую булочку, насладиться стаканом какао или выбрать натуральный йогурт. Бразилия. В Бразилии, где кухня богата африканскими и португальскими традициями, преобладают блюда с фасолью, тушеным мясом, рисом, зеленью и курицей. Однако с ростом популярности переработанных продуктов, таких как чипсы, белый хлеб и жареное мясо, страна столкнулась с увеличением уровня ожирения среди детей. В ответ на это правительство Бразилии ввело запрет на продажу газированных напитков, тортов, печенья в школьных столовых и ограничило содержание соли и сахара в детских блюдах. Кроме того, некоторые школьные повара стремятся минимизировать пищевые отходы, используя в приготовлении блюд кожуру, цедру и даже ботву. Да уж. Бразилия также активно пропагандирует здоровый образ жизни среди школьников через развитие школьных садов. Эти сады позволяют детям самостоятельно выращивать овощи, которые затем используются в школьном питании. Однако основная цель таких садов не в поставке продуктов для школьной столовой, а в образовательном аспекте. Они призваны научить учеников понимать процесс выращивания продуктов и осознавать значение здорового питания. Дети – это наше будущее. Поэтому нет ничего удивительного, что практически во всех странах стараются сделать достойные школьные обеды. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. До встречи в следующих видео. Пока!